There's a motherfucking fever coming! For all the homies doing time, look alive. For every tear your mama cried, look alive. And when the 5-0 arrive, look alive. Everybody look alive, look alive. Hey, to the dream, it's your friend Jason A. I'm here in Russia. This shit is sick. Всем привет и наконец-то видео про Доброфест. На самом деле это мой первый опыт с поездками на фестиваль, и вы, наверное, спросите меня, а почему ты выбрала Доброфест? Меня подтолкнула моя подруга Настя, которая сказала мне, что, во-первых, там будут Fever 333, и, во-вторых, мы просто обязаны попросить аккредитацию, ведь мы можем, мы же блогеры. Я согласилась сразу, практически не думая, потому что, во-первых, это контент для вас, а во-вторых, я не могу пропустить самую первую демонстрацию Fever в России. Это видео будет полезно для тех людей, которые собираются в первый раз поехать на фестиваль, особенно если вы собираетесь поехать именно на Доброфест. Давайте перейдем сразу к самой поездке. Мы решили, что мы поедем из Питера на автобусе. Эта поездка нам обошлась в 3500 туда и обратно. Дорога всего занимает 12 часов, и на самом деле там не обошлось без приключений, но сегодня не об этом. А также мы заранее продумали вариант с жильем. Мы осознавали, что мы слишком слабаки, чтобы 4 дня жить на самом Доброфесте в палатках. Тем более там обещали не очень погоду, поэтому мы решили, что будем снимать в Ярославле жилье. И на самом деле с этим никаких проблем не возникло, потому что жилье там достаточно хорошее, найти его проблем не составило. И плюс ко всему там прекрасные цены. Кстати, если вы задаетесь вопросом, как же мне быть, если моя группа выступает максимально поздно, а мне потом придется ехать в Ярославль, с этим проблем нет, потому что там есть маршрутка, которая каждые 15-30 минут примерно ездит от Доброфеста прямиком до Ярославля. За 100 рублей вы сможете спокойно, без проблем доехать, даже если ваша группа выступает прям, очень поздно. Давайте сразу перейдем к первому дню. Мы приехали после тяжелой 12-часовой поездки с панками и решили немножечко осмотреться. Естественно, до этого мы аккредитовались. Так как там все только приезжали, все только раскладывались, все это собиралось, еще готовилось 11 числа, мы решили, что, скорее всего, мы сразу поедем просто из Доброфеста в Ярославль, потому что, во-первых, нам была неинтересна программа, которая была в этот день, а во-вторых, мы реально очень сильно устали и решили, что все, мы хотим уже полежать и отдохнуть. Кстати, изначально прогнозы погоды были очень неутешительными, там практически 4 дня должен был длиться дождь. Но по итогу погода передумала и такая, черт, Доброфест же, нет, все-таки устрою я им солнышко. Нет, конечно, были лужи, был небольшой дождик в какие-то моменты, но на этот счет Доброфест тоже подготовился, и там продавались даже резиновые ботинки. Давайте я скажу пару слов о Ярославле, если вы все-таки соберетесь поехать именно туда и останавливаться там. Это очень спокойный, тихий город, так что если вы устанете от тусни на фестиваль, вы можете спокойно приехать в Ярославль, тем более там есть вот такая вот красота. Доброе утро, как говорится. Да. С едой там тоже никаких проблем нет, ближе к центру есть очень много классных мест, особенно там есть KFC, если вы вообще в крайнем случае не знаете, что похавать, так что вы точно не пропадете. Самое веселье нас ждало 12 июля на второй день. В этот день у нас было 2 знаменательных события, это, собственно, концерт Fever и их автограф-сессия. Мы приехали на фестиваль уже ближе к обеду, и там была совершенно другая атмосфера, не то что в первый день, там уже все расселились, все были веселые, счастливые, ходили, пели, танцевали, попивали пивко. О, шоково сейчас пойдет. Походу, слова не Просто вот чем вас обычно угощают парни там коктейлем каким-нибудь, да? А нас пытались угостить кетчупом и семечками. Кетчуп и семечки, ребята. Также там было просто кучу фудкортов на любой вкус, так что с едой там проблем определенно не было. Также продавали официальный мерч Доброфеста и артистов, которые, собственно, там выступали. Мы не удержались и купили футболочки Fever. Как по мне, организация там была просто прекрасной, проблем с туалетом, например, не было. Также, если у вас возникнет желание, или же вы будете валяться в грязи, то можете потом спокойно сходить в душ. Да, отлично.
Также на территории присутствовала охрана и даже, по-моему, полиция, если я не ошибаюсь, так что особенно покутить у вас не выйдет. Касаемо алкоголя, проносить его нельзя было, но некоторые умудрялись. Но если вас очень волнует алкоголь, то на территории фестиваля, в принципе, легкий алкоголь продается. Блин, на самом деле там было очень приятно проводить время, потому что все еще не уставшие во второй день, все поют, танцуют, такая дружелюбная атмосфера, обстановка. Мне безумно понравилось. Также было всего 2 сцены. Это зеленая большая, где выступают, собственно, более крупные группы, и малая сцена. Они находились недалеко друг от друга, так что перебегать можно было спокойно. Мы увидели, что было очень много активностей. Вы могли поучаствовать в различных спортивных соревнованиях, поиграть в спортивные игры, либо принять участие в конкурсах или розыгрышах, посетить мастер-классы, сделать себе тату, всякие панковские прически, дреды и даже пожениться. Ну или просто попивать пивко и наслаждаться своими любимыми группами. Кстати говоря, если вы спросите, что мне запомнилось 12 июля, это, конечно же, Fever, Luna и группа Сочи. У них интересные тексты, можно поржать, потусить, повеселиться. Ну, конечно, есть свои минусы. Я нашла минус в том, что мы не могли определить местоположение маршрутки в самом городе. Как тебе приколы наши сегодняшние? Вот так вот. Мы, короче, искали очень долго, где нам сесть на автобус специальный доброфестовский. Там написано просто «смотрите, ищите глазами», как бы. Но мы искали полчаса, пока к нам не подошла девочка и такая: «Вы тоже на доброфест, да? Вы тоже не знаете, где автобус, да? Что делать?» Ну, в итоге мы его поймали, и все зашибись. А теперь давайте перейдем к самому соку выступления Fever и их автограф-сессии. Мы заранее купили мерч, футболочки, решили, что мы хотим попросить группу расписаться именно на них. Также нам выдавали специальные для автографов флаеры с изображением группы, так что в этом плане все было продумано. Там никакой толкучки не было, мы бахнули коктейльчик и спокойно встали в очередь. Давайте я скажу пару слов о Fever 333, если вы вдруг о них не знали. Fever 333 — это американская группа, которая совмещает в себе рэп-рок, рэп-кор, рэп-метал, хардкор, панк, трэп-метал и бог не весть еще чего. В 2019 году ребята были номинированы на премию Грэмми в номинации Best Rock Performance. И после моего видео вы поймете, что это не просто так. Вообще их название говорит о том, что конкретно группа несет в массы через свое творчество. Во-первых, Fever – лихорадка. Ребята хотят, чтобы их музыка и вместе с тем идеи распространялись как некая инфекция, болезнь. И 333. C – это 3-я буква алфавита. Каждая из 3 букв – это определенный посыл. Charity – благотворительность, Change – изменение, и Community – сообщество. Fever комментирует так. Музыка – это наш способ сообщить о борьбе с трудностями. Музыка – это наш способ говорить о любви. С помощью музыки мы привлекаем внимание, возбуждаем интерес. С помощью музыки мы можем выразить свое возмущение. Теперь вы знаете о них чуть больше. Теперь вернемся к автограф-сессии. Очередь двигалась достаточно быстро, так как нам изначально запретили фотографироваться, потому что у парней был очень плотный график, и они тупо не успевали бы и опоздали бы к своему выступлению. Они очень милые, отзывчивые, и если вы все-таки просили с ними сфотографироваться, они вам не отказывали, расписывались везде, где только можно. Но несмотря на то, что нас просили с ними не фоткаться, я все-таки попросила вокалиста сказать пару слов. Но это вы уже видели на превьюшке. Ну а теперь сама демонстрация. Это очень круто, что мне посчастливилось побывать на первой их демонстрации в России. Ребята, это было просто охрененно. У этих парней просто сумасшедшая энергия, они буквально сносят все на своем пути. Они очень позитивные, и даже такие ситуации их не смущают. Они не боятся взаимодействовать с аудиторией. Я смотрела на вокалиста, потом мне Настя орет: «Обернись!» Я оборачиваюсь и вижу, что там гитарист просто повалялся в грязи, потом полез в толпу, еще поиграл и залез обратно на сцену. В
самом начале некоторые ребята просто стояли как столбы, не понимали, что это за группа, и вообще у них был очень такой снисходительный взгляд, а потом буквально через пару треков я смотрю, что они орут Fever 333, блин, и тоже поют и танцуют, это безумно круто. Мне кажется, ребята просто влюбили в себя абсолютно всех, кто был на этой демонстрации. И вот этот момент, где его толпа несет обратно на сцену, и он говорит: русские очень сильные. Ну и самый сок их выступления, когда Джейсон просто прыгает с размаха на утку. Кто-то написал на этой утке хэштег 333 икря, и мы все угорали с этого. Ребята молодцы, кто так придумал. Я в первый раз вижу таких сумасшедших ребят, и просто посмотрите на это. Сори за не очень хорошую съемку. Я в первый раз работала с этой влоговой маленькой камерой Sony. Ей было жутко неудобно, но я старалась. Посмотрите, что этот мужчина вытворял с палочками. Он могет в барабаны. Определенно. А их речи, которые они произносят перед выступлением, это просто божественно. Они даже поблагодарили всех женщин в рок-комьюнити, сказали, что мы вас видим, мы вас ценим. Это безумно классно. Вот вам еще сочненькие моменты. А момент, когда люди в начале припева зажгли эти фаеры. Просто посмотрите на этот тайминг. Короче, ребята, после демонстрации Fever я поняла, что я в них влюбилась окончательно и бесповоротно. После их выступления, конечно, были еще приключения, но сегодня не об этом. В общем, 12 июля запомнится мне надолго. Он полон эмоций, невероятных открытий для себя. И спасибо Доброфесту за это. 13 июля мы, к сожалению, пропустили, потому что физически не могли пойти на этот концерт. Там выступали слоты Infected Rain, и, к сожалению, мы их упустили. Но я уверена, что в России мы увидим их еще много раз, так что мы не расстраиваемся и переходим к 14 июля. Когда мы пришли 14 июля, мы видели просто эти замученные, счастливые лица. Кто-то просто уже ходил такой с пивком и думал: я сегодня уезжаю, господи. А лично мы тусили до конца, потому что мы ждали автобуса, а автобус подъезжал именно к последнему выступлению группы. Мы с Настей очень даже рады тому, что 14 июля мы таки сидели и смотрели на главной сцене выступления, потому что мы открыли для себя группу Громыко. Мои стримерские ребята уже прекрасно знают, что это за группа, они успели их полюбить, а если вы не в курсе, то вот вам, пожалуйста.
Также нам еще запомнилась группа «Игрушки», которая выступала на красной сцене. Вот вам небольшой кусочек их выступления. Под конец я скажу, знаете, возможно, я не прочувствовала весь этот дух 4-дневной бесконечной тусовки, так как не ночевала на фесте, но, черт, у меня остались только приятные и теплые воспоминания. Произошло много крутых событий, знакомств, впечатлений, приключений. Я буду вспоминать Доброфест еще очень долго и, возможно, даже вернусь. Если вы раздумываете, ехать вам или нет, то я однозначно скажу вам ехать, особенно если вы любитель панка и этих бесконечных тусовок, то это точно фестиваль для вас. Напоследок скажу, что организация была прекрасной, мне безумно там все понравилось. Минусов я практически не заметила, ну, кроме вот нахождения в городе маршрутки. У меня остались только прекрасные воспоминания, которые будут крутиться еще долгое время. Спасибо Доброфесту. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне касательно этого фестиваля, то вы можете задать их в комментариях, я отвечу на абсолютно все. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и напишите также, понравился ли вам подобный формат. Спасибо за просмотр. Пока. Hey, to the dream, it's your friend Jason A. I'm here in Russia. This shit is sick. Thank you, appreciate it. Thanks, bro. Thank you, appreciate it. Thanks.